Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Воскресенский на связи прямо сейчас, эксперт из Беларуси. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Ох, конечно, неделька у нас лютая выдалась. Понятно, саммит НАТО, понятно, что просто какой-то, не знаю, глоток, как вот при искусственном дыхании, как вдохнули в Зеленского потужность. Вчера он рассказывает россиянам, что там есть какие-то элиты, которые, вот это так сказать, за окончание войны. И вообще дронов будет больше, ударов будет больше. Вообще такое ощущение, что включился Зеленский максимально, насколько это возможно, в вот эту в свою стихию, да, пиара, вот этих всех шуточек, прибауточек, но по Киеву бьют и дальше. Разрушение и дальше. Люди гибнут, а Зеленский, видите как, верной дорогой идет. Как вы думаете, как повлияла уходящая неделя на позиции Зеленского? Люди гибнут за металл. Известное классическое выражение. Есть еще такая хорошая сербская поговорка. Она говорит о том, что когда начинается война, бедные люди дают своих детей, в то время как богачи дают кто еду, кто одежду. Политики разжигают эту войну. Вот. И когда война заканчивается, политики пожимают руки, богачи поднимают цены, чтобы компенсировать эту еду и одежду, а бедные посещают могилы своих детей. Но будем объективны. Конечно, эта неделя укрепила позиции Зеленского. Прежде всего на внешнем контуре. Я не скажу, что его позиции укрепились внутри страны, хотя он запускает антикриз, в частности, вот по этому жуткому скандалу с 425-м штурмовым полком, они запустили такой антикриз, как фактически, значит, переподчинили его новому командующему. Убрали из Сырского, да, вчера сделали отдельное, так сказать, направление. Кстати, они и сделали отдельное направление, да, там, командование по дальнобойным ударам по России. Какое-то мутное название. Это о чем значит и о чем говорит? То, что лето и осень будут горячие. Почему его позиции укрепились? Ну, во-первых, прошел саммит в Анкаре. И помните, я все время говорил, никогда не, друзья, никогда нельзя верить в свою пропаганду. Это относилось прежде всего к нашим российским аналитикам. Помните, сколько говорили, что вот Дональд, наш слоняра, он развалит это НАТО, он им там всех хвост там прикрутит. Ну, что получилось? Получилось, что впервые еще в доктринальном документе абсолютно четко и ясно записали Россию в качестве стратегической угрозы евроатлантической безопасности. Ну и где Долгосрочный. наш слон? Долгосрочный. Долгосрочный. Вы понимаете, что это, о чем это говорит. Дальше. Опять смотрю антикриз. Ну, это право каждого эксперта. В том числе и у вас в эфирах говорят, ну вот эти 70 миллиардов, это вроде то же самое, что выделено, только озвучено. Подождите. А 27-й год уже зафиксировано 70 миллиардов. А о чем это говорит, Александр и дорогие зрители? Эти 70 миллиардов уже у кого-то на счетах должны быть. На расчетных счетах тех или иных предприятий. Значит, 27-й год пройдет под знаком их распила. А вы понимаете, что это значит, такая колоссальная сумма? То есть, поэтому, когда мы тут радуемся, что ну вот эти 70, это вот те 40, что выделили, еще там чуток добавили, так а подождите, 27-й год. Им даже 7 бы миллиардов хватило, чтобы вот так вот вредительствовать, как сейчас вредительствует киевский марионеточный режим, а им выделяют 70. Да еще записали Россию в качестве долгосрочной угрозы.
Да еще опубликован вчера бюджет Германии на ближайшую пятилетку, финансовые эти показатели. И мы видим, что из каждых 3,5 евро 1 евро будет уходить на оборону, милитаризацию. Это, извините, уже не 5%, это уже 25%. То есть позиции Зеленского укрепились, потому что с моей точки зрения, да, его не пригласили выступить на пленарное заседание, но те слова, которые мы услышали от Рубио и Дональда, ну уже понимаете, все, он сказал, он это президент США, все сказал сам. Уже мы не будем в эту играть, надеюсь, игру, домысливать за него слова, говорить, что его раздирает там Рубио, там и Ди Венс. Это все установки Трампа. Обмануть и кинуть. И тут присутствие журналистов, он же мог провести закрытую встречу, но он провел встречу, где, значит, Зеленский очень эффектно умничал. Ну, вы понимаете, он умничает на этих всех соевых, на молодежь, на всю эту аудиторию свою. Понятно, что нам эти шуточки, когда вся Украина превращается в кладбище приграничье России, нам как-то не очень слышать шуточки, что в Москве опасно летают дроны. Но молодежи это заходит. И сетевым хомячкам, и в том числе части украинцам, которые находятся за рубежом. А сейчас пришли данные Еврокомиссии, новые цифры. Выдано 4,4 миллиона разрешений. Ну, если быть точным, 4 миллиона 380 тысяч разрешений на временное пребывание гражданам Украины. Вот на эту армию Зеленский тоже работает, предполагая, что ее можно тем или иным образом подключить к выборам, допустим, открыв участки там. Как один из вариантов. Они же рассматривают разные варианты. Поэтому, да, он шутил, стендапил, ему казалось это весело. А Трамп сказал уже напрямую: я враг России. Я враг России. Я враг России. И опять, слушайте, ну я уже не знаю, что должно произойти. Опять раздается, значит, голос известного мужа известной фигуристки, который трактует слова Трампа. Подождите, нет, он не так сказал, он просто заблуждается. Он просто заблуждается. Ну хорошо, если мы в такой новояз играем, может быть, он и заблуждается. Но цена этого заблуждения — десятки тысяч убитых с обеих сторон. Поэтому надо по итогу саммита признать первое, что американцы показали, какую позицию занимают. Второе, что Зеленский убедил часть союзников. И я даже скажу, что у меня была встреча с дипломатами кое-каких нейтральных стран в Беларуси. Они тоже в это поверили, что Украина значит, принудит Россию садиться за стол переговоров на своих условиях. Они в это начали верить, понимаете? И это сложно не верить со стороны, особенно если ты не видишь всю картину, когда ты видишь, что только за 4 дня в Азовском море поразили 35 там танкеров, лодок, шлюпок, сухогрузов. Ну, Кстати, по статистике 79. Это последняя уже статистика, да. За Уже несколько дней. 79. Ну хорошо, пусть там эти птахи Мадьяра раза в два преувеличили, но, по крайней мере, кадры объективного контроля говорят о том, что это катастрофа на самом деле. И хотел бы на этих словах передать пламенный привет уважаемому Олегу Цареву. Помните, да, который говорил: да не надо, слушайте, что мы все хотим, Киев, Киев, у нас же вот Крым есть, у нас Запорожье часть, у нас дорога Новороссия. Ну и как, господин Царев, внутреннее море Российской Федерации, Азовское, оно же тоже у нас есть. Поэтому мало иметь территориальные приобретения, надо иметь силы и средства, чтобы обеспечить
безопасность наших граждан. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, говорю, что действительно Зеленский получил поддержку, это очевидно, публичную. Да, не так, может быть, как он хотел. Конечно, он хотел блистать на пленарном заседании, а не на этом форуме оружейников. Но там он тоже блистал. Действительно, эта поддержка вызвана в том числе кадрами объективного контроля и ущербом, который наконец-то признала российская сторона. Вот вчера впервые Новак, вице-премьер, вышел и сказал, что ну, вот в связи с бомбежками будем ремонтировать. А то, что это все у них был тоже новояз, как у Пескова. Это все был плановый ремонт, некоторые шероховатости, в то время как, очевидно, есть аксиома, что в военное время надо говорить быстро, четко и правдиво. И люди поймут, и переживут и этот топливный кризис. Только надо правду говорить. Четко и сразу. Потому что еще недели-две назад, я помню, рассказывали, ой, не надо фейки распространять, нет никакого кризиса. Но это вот оборотная сторона нашей пропаганды, то, что нельзя верить в эту самую пропаганду, которую мы иногда транслируем на наших граждан. А надо все-таки подходить с аналитической точки зрения. С аналитической точки зрения, вот эти перекидки дронами и ракетами, да, абсолютно очевидно, ущерб, наносимый Украине, на порядок выше. Это никто не спорит. Но вот эти перекидки в течение долгого времени ничего хорошему не приведут, потому что против нас воюет 50 стран значит, западной коалиции, в том числе 32 страны НАТО. У них ресурсы на порядок больше, если не на 2 порядка, чем у нас. И вот эти все перекидки могут привести к внутриполитическим волнениям. Да, сейчас люди ждут, стараются не поднимать эти вопросы в преддверии сентябрьских выборов, но выборы пройдут, и дальше надо что-то будет делать. И вот здесь, мне кажется, российское руководство находится в определенном размышлении. И, может быть, даже местами дезорганизации. Они не понимают, что делать. Делать-то надо было в 2022 году. Как мы предлагали, перерезать логистические потоки и наносить удар тактическим ядерным оружием, например, по аэродрому и логистическому хабу, через который на Украину идут все поставки. А сейчас это уже никого не испугает. Смотрите, вот в чем проблема. Тут вопрос же, поймите, тут как бы вопрос же не напугать кого-то. Как это, ежа голой задницей не напугаешь, понимаете? Тут мы видим, ну вот это если так посмотреть на ситуацию, а можно по-другому посмотреть на ситуацию. У Зеленского истерика. Вот это все, то, что там он укрепился, окей. Но то, что он сейчас выдает в публичное пространство, он истерит. Это раз. Когда он говорит о том, что Китай строго-настрого запретил России бить ядерным оружием, ну это, понимаете, ну вот когда идет поток такой идиотизма, да, поверишь и в это. Ну вот так, в череде идиотизма. Но это не просто там слова в обращении там к украинцам. Это уже транслирует он, это геополитика, причем такая достаточно серьезная и существенная. То есть мы много раз с вами говорили, что Зеленский выпрашивает ядерный удар. Это элемент выпрашивания этого ядерного удара. Это элемент опять вот это вот как бы на слабо и так далее. Понимаете, какая странная история? Дроны, перекидки дронами. Ну, слушайте, давайте так тоже, если аналитически подойти. Эти танкеры – это самая вообще удобная цель. Самая удобная, что ни на есть цель. Ну, а что им надо? Они просто взяли вот этот вот объем дронов, который непонятно, насколько рассчитан, ну, сколько этих дронов, да, сколько их сделано, и направили вот это ударным кулаком, направили вот по этим танкерам. Они незащищенные гражданские суда, то есть, которые ходят, там чего-то таскают, порты с Дона в Азовское море. Понятное дело, что ты их и не защитишь.
потому что там же что, потопили что-то? Нет, поразили. И вынуждены были закрывать судоходство через Керченский пролив россияне. Это такое ощущение, что вот это уже метание, понимаете? Метание крысы в углу. Нет стратегического... Вот смотрите, все аналитики говорят о том, что пройдет 6-9 месяцев, и это уже будет не фактор. Вот то, что делает Зеленский, я имею в виду вот эти дроновые атаки. Это уже будет, собственно, найдут ключик к этому замочку. Понимаете? И он выигрывает вот это время. Но расчет на то, чтобы вот до этого момента, вот почему так вот Китай, а вот вы там россияне, это демонстрация, это шатнуть, это показать, а потом раз, и мы в домике. А в домике каком? Ну, под какими-то, не знаю, там, похабными договоренностями, к которым принудили. Расчет понятен. То есть, если бы это был бином Ньютона, то, что там условно делает Запад, то мы бы с вами, конечно, сидели бы голову ломали. А так все же ясно, все открыто. Это игра с открытыми картами. И вот тут возникает главный вопрос. Да? То, что там поведутся или не поведутся кремлевские на вот этот вот там новый какой-то уровень. А с другой стороны, ты тоже холодно смотришь, а вестись или не вестись. Ну, подождите. Вот сегодня киевляне пишут о том, что, елки-палки, тревогу даже не включают. В принципе, это нормальная практика. Если ты не можешь сбить ракеты, зачем включать тревогу? Ну, то есть, сарказм, конечно, ну давайте откровенно. Ни одной баллистической ракеты не сбили, хоть там что-то и написали, какую-то ракету, там что-то где-то, понимаете? Но по большому-то счету. Россияне читали, что они там поразили какое-то предприятие. Ну, пожар был лютый. Что там, понятно, Украина не признает. Но когда у тебя нет ПВО, а ты всем рассказываешь, есть ПВО, а потом раз такая, ну, в общем, воевали с Польшей, и Польша передала 5 штук ракет, понимаете? И Трамп вроде как, да, лицензия, но у тебя нет ПВО. И можно сколь угодно долго вот это вот направлять, вот эти раи дронов, но как ты можешь защитить своих? И тут возникает вопрос, а что такое настоящая эскалация в этой войне? Вот что это такое? То есть, когда у тебя беззащитное небо против там, баллистики российской, да, а ты вот делаешь то, что ты делаешь, это на что расчет? Это насчет на эскалацию. Потому что мы с вами обсуждали и говорили, что с точки зрения здравомыслия решение не совсем правильное. Но с точки зрения нанести как можно больше порезов, с тактической точки зрения, они действуют по своему плану, постепенно выгадывая время. Для чего они выгадывают время, показал вот этот финансовый пресс-релиз немецкого бюджета. Ну, все понятно. Они ж не тоже, как вы говорите, с открытыми картами. Там все написано. Ну, ребята, если вы не умеете считать и читать, и если вы не видите, что 25% уже планируются расходы на военное, так сказать, всю составляющую, и вы не понимаете, к чему это идет, то вы, наверное, не совсем имеете право называться аналитиками. Мы все понимаем. Они готовятся к большой региональной войне, потому что в результате создания новых центров влияния, в результате того, что подняли голос БРИКС, ШОС, Индия, Китай, другие африканские игроки, они потеряли монополию. Монополию потеряли в том числе на эксплуатацию дешевых трубопроводных ресурсов. И пока в Европу не пойдет трубопроводный газ, они не восстановят прежний уровень экономический благосостояния. Более того, он будет еще ухудшаться. И единственное, что у них сейчас растет, ну хорошо, одно из немногих, это сектор ВПК. Сектор ВПК. Поэтому им надо взять под контроль эти ресурсы либо путем внутриполитической смуты и посадки подконтрольного правительства в Российской Федерации, либо путем прямой вооруженной агрессии. Вот мне, например, все это понятно. Я надеюсь, в Кремле и мегааналитикам, значит, на Старой площади тоже это все понятно. Значит, Зеленский сейчас, очевидно, ну, слушайте, стратегически, естественно, он делает неправильно. Стратегически было неправильно и война.
Но мы ж не знаем, дай бог, чтобы мы с вами, зрители, дожили до того момента, когда Foreign Office британский вскроет документы. И мы посмотрим, что было на той встрече 7 октября 2020 года в Лондоне, когда Зеленский в нарушение всех протоколов встречался с главой Ми-6 Ричардом Муром. Почему он изменился на 100%? Ведь даже когда наши политики встречались, вот когда Зеленского избрали, и мы ездили на форум регионов, помните, да, в Житомир, и там встречались в неформальной обстановке с замами руководителя офиса президента, они все говорили: слушайте, вы не представляете, как он ненавидит этих нациков, этих селюков. Сейчас он все их выстроит и причешет. Понимаете, все окружение было на такой же волне. Наконец-то впервые вся Украина, за исключением одной области, проголосовала за фактически пророссийского кандидата. Даже Ивано-Франковск, Тернополь и прочие западные области, все, кроме Львовской области, все везде победил Зеленский. Это, понимаете? И тут произошло какое-то мистическое перевоплощение. Скорее всего, была какая-то угроза. Микс был. Угроза финансовая, может быть, они с Коломойским попались на каких-то делишках, может быть, даже угроза убийством одновременно с большой суммой. Условно говоря, 100 миллионов. Вот. После чего Зеленский стал абсолютно другим. То есть, извиняюсь, что так долго стратегический этот пласт расшифровал, стратегически вообще невыгодна война это Украине. Мы же все понимаем, что это чушь. Наконец-таки и уже политический класс Украины на низовом уровне начал это понимать. И, я надеюсь, на низовом самом, что не будет никакого НАТО, не будет никакого Евросоюза, что никто не вернется. Вот из этих 4,4 миллиона, кто вернется? Вы изучали науку по миграции. Эта наука говорит, от 60 до 80% не вернутся никогда. В среднем 70%. Никогда. Те же 5 миллионов в Российской Федерации, в том числе на новых регионах. Тоже из них как минимум 70%, от 60 до 80% по науке потеряно. Мужчин нет. Вы что, их бангладешцами замените? Конечно же, это глупость полная. Тогда где будет ваша, идентификация, идентичность национальная? И повторится вторая волынская резня. Только вместо поляков будут бангладешцы. Поэтому Нет, смотрите, стратегически другой момент. это ошибка. Но тактически, Александр, вот договорю, то, что он сейчас делает, он осуществляет массированный избирательный удар по мирным целям, по мирным гражданским целям. Это удар по мозгам. Юрий, Да. это удар по мирным мозгам. Вот и все. Конечно. Вот и вся его политика, понимаете? Это удар по мозгам, прежде всего. Когнитивная эта война, которая сейчас разворачивается. Он в это умеет, он актер. Понимаете, в чем дело? И профик, в этом он профик. Понимаете, я иногда теряюсь. Был удар по Киеву, я упоминал сегодняшний, да, там 6 ракет прилетело, ничего не сбили, эти баллистических имеется в виду. Выходят на марафон и говорят нам открыто, эти всякие военные, которые марафонные военные, выходят и говорят: понимаете, говорят, в чем дело? Это просто Россия подтянула ближе свои пусковые установки к границе, поэтому времени на реагирование меньше. Погодите, как ближе? У нас же мидл-страйки, у нас же это все, мы же сейчас прям шапками закидаем. Смотрите, как мы с флотом разделались. А получается, бить пусковые установки, которые ближе подошли и в Киеве не успевают тревогу включать, это не то, а там флот, это оно. Понимаете, то есть человек, который с трезубцем в паспорте, да, он такое ощущение, он должен или верить в эту ахинею, которую ему каждый день с телевизора несут, или он не такой, там, кто-то говорит пророссийский, кто-то говорит просто, в общем, негодяй, нехороший. Элементарно, логики, не бьется логика, понимаете? Не бьется.
я вам расскажу, Александр, все очень просто. Война ведется на двух фронтах. Когнитивный и театр военных действий военный. Всегда в истории кто предавал военных? Политики. Поэтому Зеленский и его британско-американские кураторы, потому что сейчас фактически мы имеем такую, так сказать, формулу, что воюет у нас украинский солдат, немецко-фашистский офицер и британско-американский генерал. Вот у нас такой, так сказать, триумвират. Ну, немецко-фашистский, понятно, европейский, да, аллегорически выражаясь. Ну, суть, кстати, одна и та же. Смотрите, для чего, правильно, он все силы кинул на когнитивную войну. Абсолютный факт, что значит, характер поражения от российских ракетных, баллистических, крылатых ракет, реактивных дронов на порядок выше. На порядок выше. Абсолютно очевидно. На поле боя мы видим, что происходит. Даже спрячась за украинский новояз, да, перегруппировка на лучшие позиции, они подтянули, значит, ближе, да, вот эти средства ракетные. Сразу задается вопрос, так а как ближе, если вы атакуете по всем направлениям? То есть, понимаете, она у нас разделена. Почему эта война? На две войны. Почему он все силы кинул в сеть, в интернет, в когнитивную войну? Потому что часто когнитивная война, тот, кто ее выигрывал, тот и выигрывал реальную войну. Потом просто политики давали команду военным отступить. Вы понимаете, вот я по разговору с нейтральными некоторыми странами, которые рядятся в тогу союзников Российской Федерации, в том числе республики бывшего СССР, я понял, что они также будут вот на встречах с русскими дипломатами говорить: слушайте, давайте вы прекращайте, да, а то мы будем вынуждены чуть-чуть в сторону отходить, да, там заморозим какие-то проекты, ну вы же видите, что происходит. То есть они тоже будут давить, потому что стали инструментами манипуляции в этой когнитивной войне. То же самое будут давить и все эти, значит, интернет-потребители интернет-контента, потому что вы понимаете, какие кадры, да, бесконечные поражения идут, да, вот они выдали в Азовском море. Но это действительно шокирующе смотреть. Но это же видят и россияне, и так как им не всегда разъясняют, что происходит, более того, инертность идет до сих пор. Вот первый день поразили, они второй день поплыли, второй день поразили, они третий, еще больше вывели судов. Вспоминается этот анекдот про колхоз. Помните, что посадим еще больше гектаров, чтоб хай подавится этот долгоносик. То есть бьют, но надо немедленно, в первый же день останавливать все судоходство. Мы, как всегда, ждем 5 дней. Поэтому Зеленский все силы кинул в эту когнитивную войну. У нее действительно истерика, но истерика, она связана с его эмоциональной зарядкой. Он же заряжен. Он, как заряжен. И в этом, кстати, самый опасный сейчас период вот этого лета и осени. Мирные граждане должны быть начеку и стараться не приближаться к этой линии боевого соприкосновения ближе, чем на 50 километров. Он накачан. И он верит, что у него очень большая вера, что он выиграет эту когнитивную войну. И Россию кто-то принудит, например, Китай. Касаемо Китая. Ну, во-первых, если мы берем белорусский аспект, китайцы впервые публично заявили на встрече тогда с президентом про то, что, значит, поддерживают территориальную целостность Республики Беларусь. Так они все целостности поддерживают. И Да, Украины значит, тоже, на секундочку. да, второе. Сибигу вызывают в Китай. И Сибиги это скажут все лично. Третий момент. Китаю. Давайте, чтобы не очаровываться, чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться. Слушайте, и Китаю, и всем другим игрокам, да им все равно, если мы здесь друг друга поубиваем. Понимаете? Ослабнут два мощных
мощный региональный игрок, который мог бы быть мощным региональным игроком, это Украина, и мощный мировой игрок, это Россия. Я напомню, что 50% украинских дронов это тоже китайские. Пусть и продаваемые не напрямую, а через посредников. Поэтому, если кто-то думает, что кто-то за Россию будет вступаться искренне, за исключением Беларуси, Северной Кореи, вот таких небольших стран, он, наверное, ошибается. Посмотрите, как Иран фактически остался один на один. Я ни одного заявления не видел, ни ШОС, ни БРИКС, где входит Иран. Ни одного заявления о территориальной какой-то целостности. Поэтому я не думаю, что Китай как-то будет призывать Россию остановиться или наоборот призывать Россию эскалировать. Он решает свои задачи и достаточно успешно. Сейчас ему выгодно стратегическое партнерство с Российской Федерацией и тестирование некоторых систем вооружения. Из недавней утечки мы увидели, что идет такое тестирование, в том числе на поле боя. Китай готовится к своей войне. Он понимает, что американцы не оставят его в покое с этим Крымом китайским под названием Тайвань. Поэтому чего-то ожидать, какого-то принуждения, это глупо. Но что произойдет? Зеленский получит совершенно другую реакцию. Потому что мы много раз говорили, что самые либеральные либералы, практически навальнисты, сейчас находятся в Кремле. Понимаете? Это аллегорическое выражение. Но российское общество требует возмездия. Российское общество требует сатисфакции. 90% уже реакций, если мы возьмем все каналы военкоров и, допустим, сетку каналов Маргариты Симоньян, Владимира Рудольфовича Соловьева, 90% дизлайки, когда речь идет вот о переговорах, Анкоридже, американцах, Трампе, Матвиенко с Песковым, Грефом и Шуваловым и так далее. Если Путина сменит кто-то другой, Зеленский на себя ощутит всю ярость того, что сейчас клокочет в российском обществе. Только с Путиным, я утверждаю, можно договориться на более-менее нормальных позициях и на нормальных условиях для Украины. Поэтому Зеленский приведет к тому, что и Россия будет осуществлять массированный неизбирательный удар по мирным целям. И что это тогда будет? Если Так у это уже России есть. просто задержки топлива будет, то у Украины вообще заправок не будет. Это к чему Вы приведет? очень интересную параллель провели с Ираном. Так а что Иран? Ну вот сейчас очень интересный, кстати, период. Я тут не понял, если честно, Трампа, который вышел, говорит, 1000 ракет уже приведены в полную боевую готовность, нацелены на Исламскую Республику, не Японию, Иран. Вслед за ними немедленно будут задействованы еще 1000, если правительство Ирана осуществит свою угрозу, о которой говорят во многих уголках мира, убить или попытаться убить президента США, в данном случае меня. Приказы уже отданы, вооруженные силы США готовы, желают и способны в течение 1 года с возможностью продления этого срока полностью разгромить и уничтожить все районы Ирана. Хвала Аллаху, президент Трамп. Что это? Трамп превратился в Байдена. Давно и походу надолго. И Исламская Республика Япония, это, знаете, даже не первый пример. Трамп коммерсант. Трамп сделал политическую ошибку. На фоне вот этой волны, связанной с освобождением Сирии от Асада, с похищением действующего президента Мадуро. Кстати, как там с картелем Солнца? Что-то мы не слышим больше ни одной публикации свободных демократических СМИ. Был же такой картель с мировым именем. Вот. Как-то заглохло у них дело. И на фоне вот этих всех, безусловно,
успехов с точки зрения американской внешней политики он решил залезть. Ну, успехов, потому что он взял под контроль все венесуэльские ресурсы и всю венесуэльскую нефть. Одних активов 30 миллиардов заморожено у венесуэльцев. Они там 100 миллионов долларов им на последствия кидают от землетрясений, при этом забывая, что схватили и украли 30 миллиардов долларов народных денег. Так вот, и в том числе поэтому такое большое количество жертв, потому что сколько бы можно было вложить в средства для преодоления и разбора чрезвычайных ситуаций. Так вот, в Иране он влез, Трамп и американская военщина, в очень серьезную ловушку. Он проиграл эту битву. Иран вышел в качестве мощнейшего регионального игрока. Он, и это факт, с которым никто не будет спорить, никак не смог защитить своих союзников. Союзники-то все горели от Кувейта до ОЭ, понимаете? Так они продолжают говорить. Смотрите, тут очень тоже интересно. Да. Ты, значит, своими руками делаешь из страны нечто, а потом это нечто пытаешься победить. Ну, Так вообще какой-то армянский просто комсомол. был же Тегеран за 3 дня. Ему ж наговорили, что на фоне протестов вот все семьи тех десятков тысяч, что погибли, они возьмут оружие, будут свергать. Но иранский народ, он совершенно другой. Они все время путают коллективистское и индивидуалистское мышление. У нас разный тип мышления. Там, наоборот, все объединились на защиту суверенитета. Они поняли, что под этим предлогом американцы просто хотят украсть всю нефть, либо взять ее под контроль и залив. Поэтому ему же советники просто, Александр, говорили, давай начинай. Вот это израильское лобби, под которое он попал, под воздействие своего зятя. И внуки, извините, у Трампа уже из этой же веры. Вот и все. И там выхода нет никакого хорошего. И они сейчас, я представляю, как они сейчас сидят в Госдепе и, как говорят в народе, чешут репу. Слушайте, в ноябре нам конец. Ну, на сегодняшний день рейтинг Трампа 36%. Его апрувят, да, как по-английски approve, одобряют. Вот. А дизапрув на 20% больше. Шокирующая разница, больше, чем у Байдена. Что надо делать? Либо провокация типа башен, либо, значит, закончить с Ираном. Хотя бы как-то частично, хотя бы какой-то сухопутной операции. Вот что они сейчас думают. Ну а Если он не закончит... как можно закончить с Ираном? Сухопутная операция — это уже новая серия, это новый сезон этого сериала, это уже совершенно другая история, это другой уровень вовлечения жертв, ну и вообще в принципе это другая песня. Понимаете? То есть тут надо эту песню как бы немножко заглушить. И вот сейчас вот эти выпады о том, что меня хочет убить Иран, ну как-то, Так, понимаете... смотрите, я ж не говорю, что так обязательно будет. Я просто говорю, что с точки зрения политтехнологий он облажался. Так же, как облажался на футболе. Да? Когда опозорился на весь мир с этим балагоном или балаганом. И в результате еще его Бельгия просто раскатала. Намазала на бутерброд. И он облажался. А у американцев это главное. Даже посмотрите, как выходят эти старики немощные. И друг друга обвиняют. Байден дополз до микрофона и говорит, ты неудачник. Вот. То есть это, понимаете, в американском политикуме это главный нарратив. Вот этот успех, деньги, да. Мы как-то стесняемся, чураемся, думаем, что наворовал. А там наоборот. Чем больше денег, тем больше ты в авторитете. И вот здесь Трамп облажался со всей своей американской военщиной. Причем, казалось бы, разрушил все, убил лидеров, значит, Иранской Исламской Республики, Иран. А нефть еще больше выросла. А доходы, оказывается, Ирана от транзита еще больше, чем от нефти могут быть. И, соответственно, Ирану сделали подарок. И они сейчас думают, что делать. Понимаете? Что делать? Эту историю, если сейчас так оставить, и оставить вот этот меморандум, который они подписали, ну, Трампа авторитет, он и так не сильно большой. Все его просто сидят, кивают головой, пережидают.
Ну, потому что он как бы попутал берега. И, кстати, вот важный момент еще. В рамках того непонимания, как оттуда вылезти, они еще и нарушают все общепризнанные дипломатические нормы и правила. Ну, например, он подписал этот меморандум и тут же нарушил практически несколько пунктов. Например, пункт 9 гласит меморандума, что США больше не будут вводить новых санкций в отношении Исламской Республики Иран. И тут же Минфин США отзывает, вводит новые санкции после этого меморандума. Это считается как новые санкции. То есть они еще и показали, они, это американцы, что им верить нельзя вообще. Это кидок на кидке, это наперсточники. И они сейчас думают, что делать. И смотрите, к какой мысли они будут приходить. Слушайте, у нас же есть Северный Курдистан, и мы видим, по словам иранской стороны, что фиксируются уже диверсионные группы на северо-западе страны, граничащие с иракским Курдистаном. Дальше они думают, так у нас же еще проксики есть хреново, простите, туча пакистанцев. Вот, и всяких там белуджей. И мы видим опять официальное сообщение иранской стороны, что уже на юго-востоке фиксируются Ирана прокси-группы. Понимаете, там вокруг Ирана огромное количество населения, в том числе, которое нужно кормить. А как написал Борис Джонсон в своей колонке в мае этого года для Daily Mail, значит, уменьшение человечества, он написал, это благо. Вот. И я не исключаю, что американская сторона попытается разжечь этот какой-то пожар, используя своих прокси. Благо, что там, извините, где не берешь, там 100 миллионов, там 30 миллионов, там 40 миллионов, какие-то фантастические цифры голодных людей, которые ходят там в ошметках и в американской гуманитарной помощи. Но по-хорошему, хорошего варианта в Иране нет. И как бы вот эти неуклюжие действия, особенно приуроченные к выборам в ноябре, не привели к большой гигантской войне на Ближнем Востоке. Поэтому мы наблюдаем. Еще один из вариантов может быть определение нового врага. Если они видят, что с Ираном не справились, они могут придумать какого-то нового врага. То есть какие-нибудь там, не знаю, террористы с Сомали взорвали американский круизный лайнер. Все, и придут, зачистят Сомали. Потому что вот эту формулу, маленькая победоносная война, которая звучит на протяжении всей истории человечества, ее никто не отменял. Тебя зауважают, когда ты принесешь в страну успех. Ты в страну успех не принес, касаемо Трампа. Как бы ты ни говорил, что ты лучший коммунист, лучший аятолла, лучший папа римский, помните, он себя в одежде папы римского, лучший Вообще, футболист. это прекрасно просто. От Папы Римского до Ленина, понимаете? Да, Так он и до себя... аятоллы. То есть, как это в одной голове столько фиксируется. Но результат налицо. Ты в Иране облажался? Ты давал слово за 24 часа остановить войну между Россией и Украиной? Прошло 2 года почти. Слово не сдержал. Ты давал слово американскому народу снизить цены на бензин? Это их больше всего интересует. Слово не сдержал, обманул. Единственное, с чем у него хорошо получилось пока, это с эмигрантами. Это действительно так. Поэтому нас ждет, наверное, еще больший пожар на Ближнем Востоке, хоть некоторые аналитики думают, что там подпишется какой-то меморандум и как бы начнут снова жить как раньше, но Так как вы же раньше не видите, будет. вот это интересная история. Это вот с НАТО, с саммита НАТО в Анкаре тянется. Мгм. Эскалация, которая помогает договоренностям мирным. Это Так вот, как это? Оруэлл. Оруэлл. понимаете, мир Так это помните, война, война Европейский это фонд мир. мира, помните? Европейский фонд мира.
Я просто, Деньги на оружие. смотрите, я просто вот не совсем понял, почему не было звонка Трампа Путину. Но у меня такое затаилось предположение, а может он был, но мы же на самом-то деле очень о многих звонках не знаем. Может он был, этот звонок, просто он был не публичным. И главный-то посыл вот этого всего, вот этой всей уходящей недели, так а что будет дальше? Потому что очень там, ну, мы разобрали, понятно, там можно отдельную программу посвятить этому, я имею в виду Ирану, да, и вот этим проблемам, и вот это поясу, который сейчас они поджигают вокруг Ирана, и вот эти 1000 ракет, убить Трампа, вот это все. Но, то есть тут он облажался, но надо же где-то побеждать, а где побеждать? То есть, опять-таки, вот этот звонок Путину, если он был, если, или там, если его не было, да, ведь это же должно было нас привести к чему? Ну, к какой-то развязке. А сейчас мы находимся в позиции, ну, вот такого подвешенной позиции, когда Зеленский, ну, там, хамит, вот это все, Кремль молчит, понимаете, война идет, и такое ощущение складывается, что Трамп и здесь облажался. Здесь он облажался также, и никакого, значит, быстрого решения этого вопроса нет. Тем более, что украинское общество достигло такого уровня фашизации, что начинает уже уничтожать самих себя. 26 убитых в полке штурмовом «Скала», их не русские убили, а сами командиры. А посмотрите, мы недавно были шокированы судом над Ермаком, где оказалось, что господин Ермак приверженец сатанинских и эзотерических учений. А посмотрите, мы наблюдали за украинским судом по делу Березовской. Ну, во-первых, может быть, украинцы не совсем понимают, но внешне вот отсюда, с Беларуси, да, кого не спросишь, я думаю, такая же реакция и у европейцев. Когда они это смотрели, ну, вы понимаете, как тоже ваши эксперты все время говорят, да, Шариков дал потомство. Это спектакль, где, значит, какие-то быдлоподобные личности называют себя адвокатом, судьей. Он сидит, понимаете, у него пузо раскрыто, руки в кармане. Они используют антиправовой новояз. Это, оказывается, не убийство. Что, разве это убийство? Это ликвидация. То есть появился украинский новояз, который оправдывает все преступления против граждан внутри страны. И, соответственно, ситуация становится еще более тяжелой, потому что даже в случае мирного трека, понимаете, мы встали в такую ситуацию, когда уже и части украинской элиты не выгоден мирный трек. Эти ж люди все придут с войны, понимаете? Мы видели кадры окровавленного мужчины, который в затоке включил русскую музыку. Военнослужащего ВСУ. Его прутами избили. А как вы будете бить других, которые 80% говорят на русском, все фронтовики, и которые все придут с трофейным маузером? Вы представляете, что начнется? То есть американцы и европейцы, используя коррумпированную компрадорскую элиту, довели нас до такой ситуации, что даже мирный трек ни к чему хорошему для Украины не приведет. Вот. Поэтому, но Зеленский готовится к выборам. Зеленский готовится к выборам. Мы знаем, что по неформальным каналам, а у меня все-таки связи есть, значит, с дипломатами. Вот 15 числа опять вот на прием пригласили, совместный прием российского и китайского посольства проводится в Беларуси, посвященный 25-летию от договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Так вот, российские дипломаты говорят, что Зеленский по неофициальным каналам передает такую информацию. Дескать, давайте на сентябрь
да, в том числе, для чего он сейчас резко эскалирует. Вы проведете свои выборы, и я не буду вам мешать и бить там по НПЗ и баржам, а я проведу свои выборы. Вот что он хочет. Легализироваться. Легализироваться. И, значит, тут есть разные мнения. Не значит, что мое там мнение или там ваше последняя истина в инстанции. Есть такое мнение, что давайте, значит, проведем выборы, да, и украинский народ его сметет. Ну, мы же знаем, как они проводят выборы. Вы видите, что для чего он отказал Порошенко сейчас судом? Чтобы Порошенко не баллотировался. Поэтому Порошенко придется бежать сейчас к Валере Герингу. Вот. Валера Геринг, он, конечно, может и боевой генерал. Все-таки профукал только один контрнаступ, а мог бы гораздо больше. Но политически он все-таки барабан. И Зеленский его раскатает. Ну, это я уже пробегаюсь по основным конкурентам. Что касается Буданова, с ним вообще произошла какая-то метаморфоза. То Это есть, я был в шоке вчера. мы тоже были в шоке. Он Лавра, же давайте молиться за Зеленского, да елки-палки. да, то есть, понимаете, ну, во-первых, он все 5 лет ходил по синагогам. И, честно говоря, мы думали, что он примет гиюр, как и Моргенштейн. Моргенштейн стал Исраэль Егуда, ну а Буданов мог бы стать Кириэль Иуда, например. Кириэль Иуда. А тут он пошел в православие, вдруг подался и начал молиться за кого? За воплощение, простите, не буду это даже имя, антипода Господа называть, на земле. За Зеленского. Это значит что? Слился Буданов. Нет больше Кириллки, боевого генерала. Вот, значит, соответственно, конкурентов у Зеленского остался только Усик, которого тянет американское лобби, дочка Келлога. Но, слушайте, после боксера Кличко и его выдающихся управленческих качеств, наверное, не натянут они Усика, не повторится слуга народа. Соответственно, если пройдут выборы, Зеленский себе нарисует 50%. Да, он еще наверняка и подключит диаспору, находящуюся за рубежом, поэтому он и работает в плане когнитивной войны, чтобы они его поддержали. Вот, значит, но он получит легитимность, и он еще больше усилит свои позиции. А мириться он не намерен. У него задача тактическое истощение России. Я вот, Соответственно, знаете, те, чего не кто могу... говорит, давайте проведем, дадим им провести выборы, а он хочет провести выборы в сентябре, как сказали мне русские дипломаты некоторые, мы укрепим его. Понимаете? И Я вот, это знаете, нельзя делать. о чем думаю? Ну, вот эта вот история, которая там развивалась несколько дней, закончилась тем, что, ну, жесткой зачисткой во Львове, да. Я вот, знаете, вот все равно, вот не бывает так, чтобы это все было бесследно. Я что имею в виду? Да, понятно, да, там система должна была так отреагировать, потому что то, что произошло, это фактически, ну, это уже на тоненькую. Если бы не было вот этих кадров жесткой зачистки, я даже понимаю причины, по которым бытого военного и там невоенного заставляли извиняться, кричать «Слава ТЦК». То есть я понимаю, так нужно, потому что если бы система этого не сделала, то дальше было бы, там, не знаю, Тернополь, Запорожье, Ивано-Франковск, Днепр. То есть это было бы уже не остановить. Нужно было жестко пресекать. Вопрос только в том, что по-рагульски, конечно, пресекают. Но это если смотреть с позиции системы. А если с позиции народа посмотреть? Слушайте, ну это же унижение. Это же унижение, когда с дрожащим голосом герой, захисник, вот это вот извиняется. И перед кем? Перед какой-то мразью, да, который даже, с которого там все говорят, вот его там раздевали. А что его раздевала толпа? Потому что он даже не военнослужащий. То есть это просто какой-то, ну, помощник добровольный, да, за денежку.
А люди говорят, снимаю, ты недостоин этой формы. Выходит Зеленский, говорит, слушайте, это плохое отношение к форме. И что мы увидели сразу же? Жесткую зачистку а, ну, ментов, да, которые пришли и, в общем, всех мобилизовали, этого Корчинского безумного. Я вот думаю, что это не может пройти бесследно для народа, для людей, для общества. А получается, что проходит. Получается, что у нас вот, смотрите, Азовское море, вот там поразили, уцели, взяли какую-то, допустим, вообще без аналитики, просто надули какую-то одну перемогу, вторую, третью, но раны-то у общества есть вот эти. И, простите, одно дело, вот когда вот это все происходило во Львове, у меня только это же насколько страшно, что получается, ну вот мы же много видим этих нарративов российских, которые подтверждаются спустя время. Ну вот там Тулси Габбард, да, уходя, нам выдала еще какие-то моменты. Потом оно выясняется, что так это и есть. Так этих людей, которых вот это заставляют кричать «Слава ТЦК», которых зачищают, которые вот это... Их же надо освобождать. Они же в заложниках у этой системы. И система показала зубы. Не против агрессора, там, России, а против своего же военного и своего же мужчины. Все замнется или что-то, вот все-таки эти раны, которые там нанесла ситуация обществу, они все-таки дадут о себе знать позже? Ну, понятно, что информационно-то все заминается. Посмотрите, какой шум был по Миндичу. Сейчас вообще тишина. Какой шум, да, по биолабораториям, да, оказалось все правда. Но никто это уже не расследует. Какой шум по сатанисту Ермаку, казалось бы. Ну, где вы видели в мире главу офиса, даже в африканских, наверное, республиках нет, которые ходят по кладбищам. Вот. Со скалой. Да, жуткий скандал. Но через, наверное, уже прошло некоторое время, уже сейчас никто и помнить не будет. Так и этот случай будут пытаться заместить. Но вы сказали вот очень важные слова, которые говорю все время и я, и присоединяюсь к ним, что украинский народ находится в заложниках у этих больных зеленых психопатов, нацистов, сатанистов, там, значит, НКОшников, селюков. То есть вот эта банда, вот эти 10% общества держат людей в заложниках, потому что люди хотят мира и хотят договариваться. И с российской стороной, особенно с нынешним руководством, можно договориться на нормальных условиях. Мы же не просим ничего какого-то сверхординарного. Но людей держат в заложниках. А мы с заложниками не высвобождаем, используя фиктивные операции, в том числе опыт Израиля в отношении ряда группировок. И вообще никак с ними не работаем. У нас 5 миллионов украинцев. Где Конгресс украинского народа? Где Комитет спасения? Где, значит, форум громады Харьковщины, Николаевщины, Одещины? Где эта работа? Почему мы даем деньги условной Собчак или другой какой-нибудь лошадеподобной, значит, либералке? Оказывается, там по 15 миллионов выделяли. Значит, безумные деньги. Почему мы не даем эти деньги и не направляем их для работы напрямую с украинским народом? А может, они и выделяются, так как выделялись раньше через структуры Медведчука и других якобы пророссийских политиков и не доходили вообще до простого народа. Простому украинскому народу надо дать альтернативу, надо дать возможность, путь, какую-нибудь альтернативу программную в том числе, и надо дать инструменты противодействия. Я не буду расшифровывать, что это такое, но если бы у пацанов львовских, вы представляете, не одесских, николаевских, беспредел в Украине достиг такого уровня, что даже львовяне восстают. Так если бы у них в руках что-то было, что-то внушительное или существенное, которое способно быть в качестве средства самообороны,
то, может быть, и уже Львов бы провозгласил сегодня независимость. Этого нет. Это наша тактическая, если не стратегическая ошибка. Мы должны работать с украинским народом, потому что он сейчас находится в заложниках у местных национал-предателей, которые, естественно, являются инструментами в руках транснациональных американо-британских корпораций. Юрий Воскресенский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск. Поставьте лайк и напишите, в чем согласны, с чем нет, в чем хотели бы поспорить в комментариях к этому выпуску. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.